Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить яйца в чистилище. Это блюдо по сути является неаполитанским вариантом знаменитой шакшуки, но с ярко выраженными итальянскими нотками. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Ставим на плиту сковородку и наливаем в нее 3-4 столовые ложки оливкового масла, желательно первого отжима. Теперь берем 1-2 зубчика чеснока, который нам необходимо порубить ножом. Если вы чеснок не любите, то можно использовать целый зубчик чеснока, но потом его нужно будет достать. При рубке чеснока мельчить не нужно, кусочки должны получиться достаточно крупными. Рубленый чеснок отправляем в сковородку с маслом и на среднем огне обжариваем его до золотистого цвета, не забывая время от времени чеснок перемешивать. Когда чеснок подзолотился, по желанию, в горячее масло можно добавить по вкусу любимых специй. У меня это сегодня половина чайной ложки майорана, столько же сухого базилика и половина чайной ложки мускатного ореха. Постоянно перемешивая, обжариваем специи с чесноком около 30-60 секунд. И берем либо 500-600 граммов свежих томатов, которые предварительно необходимо бланшировать, очистить от шкурки и нарезать небольшим кубиком. Либо, что намного удобнее, берем 400-500 граммов уже готовых томатов пилати или, как в моем случае, томатной пульпы. Добавляем томаты в сковородку к обжаренному чесноку со специями и хорошо все перемешиваем. Итальянцы не добавляют, но я очень рекомендую добавить в томатный соус немного сахара, чтобы сбалансировать его кисловатый вкус. Снова хорошо все перемешиваем, доводим томатный соус до кипения, затем накрываем сковородку крышкой и тушим соус на протяжении 10-15 минут. Ну или до тех пор, пока соус не станет более густым и насыщенным. И только теперь добавляем в соус по вкусу соль и черный молотый перец. Снова хорошо все перемешиваем. Теперь, когда соус полностью готов, существует два варианта приготовления этих яиц, и я покажу оба. Примерно половину соуса перекладываем в форму для запекания. А сковородку с другой половиной соуса возвращаем на плиту и снова доводим его до кипения. Ложкой делаем в соусе небольшое углубление и берем 2-3 яйца. Аккуратно разбиваем яйцо в углубление в соусе, стараясь сохранить целостность желтка. И по такому же принципу добавляем в соус и другие яйца. Яйца по вкусу присаливаем и приправляем черным молотым перцем. Затем накрываем сковородку крышкой, снижаем нагрев до минимума и готовим яйца в соусе на протяжении 3-6 минут или до тех пор, пока весь белок не свернется. Пока эти яйца готовятся, берем еще 2-3 яйца и будем их готовить другим способом. В соусе, который мы перекладывали в форму для запекания, делаем небольшие углубления и по одному добавляем в них яйца. По вкусу яйца присаливаем и приправляем черным перцем. А затем отправляем форму в уже разогретую до 180 градусов духовку, где яйца в чистилище будут готовиться на протяжении 5-10 минут или до тех пор, пока весь белок не свернется. К этому времени яйца на сковороде уже приготовились, поэтому снимаем их с огня. И по желанию присыпаем их сверху тертым пармезаном или добавляем немного рассольной моцареллы, предварительно разобранной на волокна или нарезанной мелким кубиком. Если сыр в яйца добавляется по желанию, то свежий базилик является обязательным ингредиентом, который выступает ярким акцентом этого блюда. Еще один ключевой момент. Как вы видите, белок полностью свернулся, но при этом желток остается жидким. И это очень важно, поскольку такие яйца принято подавать с кусочком поджаренного домашнего хлеба, которым этот желток и вымакивается, а затем вымакивается и соус. Тем временем приготовились и яйца в духовке, поэтому тоже достаем их и также по желанию присыпаем тертым сыром, а затем обязательно добавляем свежий базилик. На мой вкус яйца в духовке получаются с более нежной текстурой белка, ну и выглядят они более привлекательно. Плюс их удобнее подавать в порционном варианте. Зато яйца в сковороде получаются более насыщенными по вкусу, ну и выглядят максимально аутентично и по-домашнему.
В любом случае, неаполитанские яйца в чистилище получаются очень вкусными и ароматными и могут стать идеальным вариантом завтрака. А еще они быстро готовятся, особенно если заранее приготовить побольше соуса и тратить время только на приготовление самих яиц. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!